Всем привет! С вами Prestige Model Agency, и сегодня у нас в гостях Юра, менеджер по Балканам. Мы пришли поговорить, задать пару интересных вопросов, поэтому будем начинать. Привет, Юра! Привет всем! Как дела? Нормально. Все хорошо? Все отлично. У вас как? Все супер, все отлично. Расскажи нам, сколько лет ты вообще работаешь, с какими клубами, с какими странами, весь свой опыт. Я даже уже забыл, но больше 20 лет это точно. В принципе, работаю на Балканах. Но есть некоторые страны, вот как Германия, Швейцария, ну такие более интересные, и где можно побыстрее сходить, посмотреть и вернуться. Но Балканы это у меня в приоритете. Македония, Косово, Албания, Болгария, Греция, вот эти страны, да, они рядом. А с какими клубами работаешь в Македонии? Мы сейчас здесь. Какие клубы? Значит, в Македонии работаю с Energy клубом, работаем Ориентал, работаем Queens, работаем тоже, потому что сам Ориентал, есть клуб с танцами, есть клуб проходов. Так что в Македонии эти клубы, они самые качественные, и с ними легко и просто сотрудничать. Мы находимся в Македонии. Почему девочкам легче всего и лучше всего выбрать Македонию для первого контракта? Ну, я считаю, потому что Македония сама как страна, она считается славянская, да? Большинство девочки все они с Украины, России, Белоруссии, и как-то они ближе к нам. Ну и тоже вызовы, барьер по визе нету, делаем ваучеры. Раньше-то вообще без виз было, сейчас с ваучером помогаем, делаем ваучеры, девочки приходят просто, и никаких сложностей нет. Быстро выучают македонский язык, и для них отличное место для и начинающих, и для тех, кто более опытный. Супер, давай вернемся вот к вопросу по языкам. Если вдруг девочка не знает вообще никакого языка, там кроме украинского, русского, можно ли ехать в Македонию, будут ли большие сложности, потому что македонский вроде не сложный, но первое время будет ли нормально ей? Ну, я вот так говорил, когда у человека есть руки, ноги, он уже начинает первые разговоры. А уже когда и голова хорошо, быстро выучит те важные слова, которые очень значат для начала. И то, что он сказал, очень схожие слова в нашем языке с этими странами, которые ты только и вспомнил. Хорошо. Что по визовым моментам? Вот мы знаем, что готовят для девочек туристические ваучеры из Беларуси, из России, Украине без виз. А если вдруг девушка прилетает по туристическому ваучеру, как безопасно работать, есть ли разрешение на работу, и если вдруг хочет остаться подольше, могут ли сделать рабочую визу здесь? Значит, по ваучеру девочка может остаться 30 дней без проблем. А в это время она может податься и на рабочую визу. Значит, девочка может, если она готова сразу начинать, да, она может сразу приехать, диплом забрала с собой, там, что она закончила, несудимость, справка, приходит, ей понравилось, она считает, что здесь ей все устраивает, и сразу можем подаваться на рабочую визу за год. Тем более, это очень важно сказать, клубы за это все сами платят. Значит, девочка ничего не платит за эту рабочую визу. Так что ей, кроме желания, ничего другого не нужно. Но мы не сотрудничаем только с девочками с России и Беларуси. Мы помогаем по визам и девочкам из Казахстана, допустим. Им тоже легко дают визы, получают на месяц, на 2, на 3. Это тоже очень просто. Делаем приглашение. Чай, стаканы, а есть некоторые клубы, в которых платят раз в месяц. Так ли это? Все ли четко выплачивают? И бывают ли моменты, когда девочку отправляют домой без выплаты, без зарплаты, со штрафами? Как с этим обстоять? Значит, вот так. Сама оплата, допустим, в хостесе, им проще там, потому что там менеджеры бывают иногда часто меняются, и
чтобы поток денег шел быстрее, и для контроля денег девочкам дают все сразу. То есть выплачивают клуб, допустим, вот как этот Ориентал, или там Клин, или вот, допустим, там Energy. Там клуб более устойчивый менеджмент, который давно уже в бизнесе, в этой работе. И из-за этого они платят им на месяц. Но, по-моему, я считаю, что лучше на месяц, потому что ты соберешь деньги. А вот когда тебя платят каждый день, ты отмахиваешься, мол, завтра еще возьму. А когда ты на месяц, ты берешь кучу денег, и у тебя все четко, проще. А что касается вопроса невыплаты, я, насколько знаю, в этих клубах, которые я сейчас напомянул, такое не может быть, чтобы девочкам не выплатили. Это может быть, если девочки там, не знаю, работают с какими-то странными агентствами, которые с самим агентством кофе. Но вот, допустим, я конкретно сотрудничаю с Престижем, вот, и еще пару агентств и менеджеров, такого быть не может. Значит, нету теоретических шансов, чтобы нам не платили хозяева. Юра все решает. Боремся. Правильно, хорошо. Бывают ли конфликтные ситуации, то есть в такой работе, да и во всей работе, в принципе, бывает между девочками, между боссами. Помогаешь ли ты им решать их? То есть может ли девочка позвонить, там что-то произошло, позвонить, Юра, помоги, там нужно решить вопрос. Значит, меня дома ругают, потому что я и когда сплю утром не выключаю телефон. Значит, а я, в принципе, такой человек ответственный, я отвечаю и в 4, и в 5 утра. Действительно, иногда девочки такие вопросы задают, когда видишь, за что они тебя дергают, но не важно. Самое главное, что мы отвечаем и в 5 утра, и в 6, не важно. Для девочки это очень важно, когда она знает, что из-за нее есть кто-то, кто заботится. Вот. Допустим, да, она пришла через агентство, но агентство там где-то, да, но я всегда здесь. И она знает, что я всегда и в любой момент отвечу на ее вызов. И, конечно, поможем, в чем проблема. Хорошо, что по дресс-коду, по внешнему виду, к чему девочки готовятся и не только в работе, да, к примеру, если едет на лэп-дэнс, то есть это понятно, какие-то комплекты белья, вещи насчет погоды, вот что брать с собой девочке, чтобы она не приезжала и понимала, что чего-то не хватает. Значит, это очень важно для каждой девочки, да и для каждого человека в принципе. Когда ты едешь за границу, ты должен проверить эту страну, какая у них погода, какой климат и так далее. И следственно этому подобрать этот одежду. Бывает, девочка приходит с кулек, а на улице зима. Просто самой иногда в шоке. Ну, это такие единицы. Но что касается дресс-кода самим клубом, я всегда говорю всем девочкам, чтобы они всегда выбирали светлые тона, потому что клуб везде этот лет, такой свет, вот так белое. Многие девочки ходят в черном. Черный такой цвет, который тебя закрывает. Насколько бы ты ни красивым был, черный тебя закрывает. Тебе надо светлые цветы. Там красное, белое, желтое, зеленое. Оно тебя раскрывает. И еще очень важно, если девочка работает в стрипе, девочка должна показать то, что у нее красиво. У некоторых губки красивые, значит, надо их накрасить, носик, и там грудь, и там попка. Значит, на это надо обращать внимание. Это очень важно, значит, ты этим выделяешься. Вопрос по условиям, по проживанию. Если вдруг девочке там не нравятся апартаменты, не нравится комната, кому они обращаются? К боссу, к тебе, к менеджеру от агентства, кому они пишут, если вдруг что-то не нравится? Значит, вот так. Мы, то есть агентство, когда отправляем девочку, вот особенно, допустим, Престиж, они очень хорошо информируют по жилье. Значит, они четко, я насколько знаю, девочка уже приходит, она
там, наверное, и более качественные менеджера, и более организованные, и девочки знают. Но вдруг иногда что-то не то спросили, не то спросили, не то сказали. Ну, конечно, они могут и мне обратиться, говорить так-то так. Если босс не понял, или бывает, и босс иногда делает дурачок, ну тогда обязательно я им говорю, ты прямо звонишь мне, и твой вопрос решен. Что ты выбрала, то ты получишь. Все ясно. Хорошо. Хорошо. А что можешь посоветовать девочкам, которые там только вот 18-19 лет, хотят полететь на контракт, но боятся, может, потому что летят одни, может, недостаточно красивые, недостаточно фигуристые. Что в этой работе важно? И вот кто может сюда прилететь? Значит, самое главное – сила воли, дух, характер. Есть девочки, которые в такой возраст, она храбрее и сильнее, чем женщина 40 лет. Вот. Но я считаю, что если она хорошо посоветуется с агентством, само агентство, вот, допустим, я знаю от Престижа, вот, они их советуют, что им лучше, как им лучше, или это может подобрать какую-то подругу, или, например, бывало такие моменты, когда с агентства уже приходит какая-то девочка, они ее знакомят, вот это все как поддержка, как логистика, чисто, чтобы девочка расслабилась. Девочка должна знать, что за ее спиной всегда есть кто-то, что заботится о ней. Где бы она ни была, в аэропорту, там, где бы она ни находилась, что кто-то ее заботился. И тогда она свободна. А молодые сейчас, они все храбрые. Так что спокойно. Еще скажи, Юр, сколько здесь можно именно по Македонии заработать там минимальную стандартно, ты понимаешь, что ты прилетишь 100% получишь эту сумму, и там максимум, в зависимости от чего? Значит, я так считаю, у разных девочек разный подход и причин приезда в какой-то страну. Есть девочки, которые конкретно, они приходят, чтобы деньги заработать. Ты, девочка, и действительно зарабатываешь. Вот возьмем пример, вот Ориентал, сейчас мы же находимся в Ориентале, возьмем пример Ориентал. Ориентал платит ставку 60 евро. Вот если ты пришла отработать, допустим, 2 месяца или 3, ты отработай. Это небольшой срок, ты же не в армию ходишь там, пушку, то, другое, лазит пусть. Приходишь в клубе 3 месяца, отработай, бери там 2-3 выходные, хватит я за этот период. И вот просто посчитать, там 30 дней по 60 евро ставка, это 1800. Ну ладно, скажем, да, это еще она взяла выходные. Но 1500 евро это разве мало? Это не мало, только про ставку. Плюс сам клуб тебе дает и другие возможности. Чай, когда ты танцуешь гостям, дает тебе приватность, дает тебе коктейли, дает тебе шампанское. Плюс есть шампанское обычное, есть шампанское там Моет, есть там Дом Периньон. И все зависит от девочки. Значит, я иногда в шутке, когда меня спрашивают, ну это я в шутке, говорю, самая тупая 2500 возьмем. Девочки, это шутка. Таких Конечно, нет. никого не обижаем. Все ясно, все зависит от девочки, от активности, правильно? Да. И от желания. Хорошо, а скажи, пожалуйста, по контингенту, кто ходит сюда? Албанцы, много туристов. И как им вот именно на Балканах найти подход для девочек? Вот в Македонии это очень интересная вещь, очень интересный момент, потому что я работаю с многим клубом и по Европе, и я знаю много чего. В Македонии основные гости это все наши. Мы страна известная зарабичанами. Почти в каждой семье есть кто-то где-то работает. Италия, Франция, Германия, Америка, повсюду. Плюс этого основной континент, вот допустим в Ориентале где-то, албанцы. Албанцы
Дети любят женщину. Вот так. Ну, мы любим все женщин, но они, наверное, больше нас, а раз больше тратят. Но большинство гостей тут албанцы, которые тратят побольше денег. Вот так. И в сезон все зарабичане, они возвращаются дома. Это у нас традиции такие. Мы идем домой и любим похвастаться. Балканцы любят похвастаться. Что, мол, вот я в Германию столько денег заработал, и они тратят. Даже когда уходят бедные мальчики, мы им долг даем, чтобы они вот ушли уже снова в Германию. Так что Деньги есть? деньги есть, заработать можно даже очень много. Супер, хорошо. И дай какой-нибудь совет девочкам, которые вот прямо сейчас смотрят и хотят поехать, но до сих пор не решаются. Как вот решиться 100% собрать чемоданы и прилететь в Македонию? Ну, билетик покупаешь И летишь. и летишь. Прям звонишь в Престиже, они тебя все организуют, сделают ваучер, тебя отправят, Юра встретит. все расскажут, как надо. Юра встретит, отвезет, накормит по дороге. Это очень важно, потому что девочки, да, кто-то голодный, кто-то проголодался, значит, и накормим, не проблем. Принесем, сразу даем комнату. Нет такой у нас тут, что жди, день, два, вот там, чтобы комната готова, сразу спи. Не надо тебе сразу выходить на работу, потому что мы сами понимаем, что ты уставшая. Даже я советую, даже не спрашивай. Сегодня мы знаем, что ты отдыхаешь. Это нормально. Ну, не бояться. Не надо да, бояться. Быть открытой. Открыто, все. Собирать вещи и прилетать. Смелость. Мы тебя ждем в Македонии. Вот смотрите, в чем красота? В том, что ты, во-первых, прогулялась, посмотрела другую страну, что-то увидела, изучила, и при этом ты что-то заработаешь. И то не это что-то, а заработаешь. Я знаю многих девочек, которые отсюда уходили по 10, 15, 12, 16 тысяч евро. При большом желании. При большом желании. Поэтому главное желание, активность и открытость. Спасибо большое, Юра, за это интервью. Вам тоже спасибо. Вы издалека пришли, так что не переживайте, мы и за вас позаботимся. И нас накормят. И вас. И заселят. Спасибо вашему агентству. Я очень благодарен, потому что, вот смотрите, не каждое агентство имеет смелость отправить кого-то, вот, допустим, в нашу страну, чтобы не посмотреть, чтобы нас сделать интервью и поговорить. Да и познакомимся поближе, и сотрудничество идет лучше и качественно. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Поэтому, девочки, мы вас ждем в Македонии. Обязательно собирайте чемоданы, выдавайте заявки и прилетайте. Спасибо большое. С вами Prestige Model Agency. Увидимся в следующем видео.